Привет, дорогие друзья! Без сомнения, конечно же, я слежу за реакцией на видео. Я читаю, конечно же, комментарии, знаете об этом. И я посмотрел колоссальное количество дизлайков под последним видео. Пока что 5000. И я думаю, где-то я такое уже видел. О, вспомнил. Я такое видел под видео, которое называлось «Савченко о врагах и противниках». И это круто. Я такое уже видел. Но, что же я там такого сказал в этом видео? Что так сильно не понравилось? Смотрю выступление Надежды Савченко в суде и хочу сказать то, что я уже говорил раньше, но, возможно, достаточно косвенно. Я уверен, подчеркну, это мое личное мнение. На 100% я лично уверен, что Надежда Савченко не причастна к тому, в чем ее обвиняют, то бишь в смертях российских журналистов. И я очень надеюсь, что российский суд снимет это обвинение, то есть и она будет оправдана. Для того, чтобы не быть голословным, я просто вам предлагаю сходить туда и почитать комментарии про садистку, убийцу, которой гореть в аду и которой надо отбывать всю жизнь, пожизненное наказание. Что я там еще сказал в этом видео? Что могло так сильно не понравиться-то, а? Она говорит то, что боятся говорить украинские честные политики. Они боятся говорить о том, что один народ стреляет друг в друга. Ночью со мной связались представители Надежды, но тут фишка в чем? Дело-то не в Надежде. Дело в тех людях, у которых мировоззрение формируется телевидением. Когда я говорил, что Надежда Савченко это достаточно здравый человек и говорит она вещи правильные, когда я говорил, что не надо приплетать, не убивала она журналистов, но это лично мое мнение, не пересекала она российскую границу, в этом ее обвинили, это бред, это маразм, это выдумка. Мне писали, да ладно, ты че, садистка, убийца. А вот еще священник рассказывал, она ему на яйца ногой наступала. Ты что? Потому что тогда так рассказывали российские СМИ, потому что мнение формировалось при помощи СМИ. Но потом происходит перелом. Надежду отпускают, меняют. Ее же обмен происходит. Для этого родители погибших журналистов обращаются к Путину. Прямо так и происходит. Они просто на сайте связываются. Владимир Владимирович, можно встретиться? Конечно. Приходят, здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы можете ее, пожалуйста, помиловать для того, чтобы обменять. Потому что ребят жалко, Александрова и Ерофеева. Так жалко. Он говорит, да, конечно, давайте, помиловано, обменять. И я тогда написал статус, типа, а как же так? Как же так, садистку такую, все такое обменяли на двух реальных военнослужащих. И чтобы не быть голословным, вы можете отправиться на 25 мая на Facebook и почитать. И почитать комментарии людей. Она убийца, они нет. Я написал, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Жахнуть одну тетю на двух военнослужащих. Она убийца, они нет. Тем не менее, показания священника Владимира Морецкого, это того самого, которого на органы хотела Савченко пустить. Тогда мнение было однозначное, что она убийца. Убийца и садистка, но поменять ее надо. Потому что, ребят, жалко, это же соображение, просто соображение гуманности. Обменять на Александрова и Ерофеева. И они тихо прилетели, встретились со своими родственниками. А потом вы что-то о них слышали? А вас интересовало, где сейчас эти ребята? Не интересовало. Вот я попытался вбить в Google, знаете, и задаю временные отрезки. Никому не интересно. А может быть они уже за полярным кругом строганину доедают. Но вам это СМИ не рассказывают. Поэтому вам сегодня уже не так душа болит за двух ребят, которых обязательно надо обменять. Почему так? То есть по концовке. Сначала, когда я говорю, что нет, послушайте, вот здесь вот так, а вот здесь вот не так немного. Вот здесь вот я не вижу доказательств тому, что она сделала там какие-то там преступления. Мне говорят, да как это? Есть доказательства, есть, да гореть ей в аду. Потом СМИ говорят, необходимо обменять. Необходимо, вот этих вот двух ребят обязательно надо вытащить. Это же соображение, у них же семьи, жалко все-таки, детки плачут. Окей, все, надо обменять. Гуманитарные соображения, все. И Савченко, она для нас все равно останется убийцей и садисткой. Но ребят надо просто вытащить. А потом СМИ говорят, смотрите. Политик Савченко приезжает уже там на Донбасс. И все говорят, ну да, но она же помилована. Подождите, помилована она или не помилована? Вы же вчера говорили, что ее обменять надо, помиловать и обменять. Просто из-за того, что вот тех вот двух ребят жалко, которых сегодня вы не вспоминаете. Что же такое? Что же с вами происходит? А почему каждый раз меняется точка зрения? Ребята, я знаю, что думающих и умных все равно большинство. Тупые, они просто на поверхности. Им обязательно надо что-то написать, оскорбить, написать «Шари хохол». А лучше всего «Шари жид». Вот это лучше всего. Но умных-то все равно больше. Потому-то и смотрите. И я не прошу мне верить. И мое мнение не единственно правильное. Нет.
Я прошу думать. Иногда просто задумываться, что было вчера, что есть сегодня, и что может быть завтра. Это же просто, это намного интереснее, чем ретранслировать то, что показывают ваши телеканалы. Пока.